1921 году индийский археолог Дайя Рамсахни стоял посреди выжженной солнцем равнины Пенджаба, глядя на то, что местные жители считали просто грудой старого мусора. Под его ногами скрывались руины, которые официально не имели права на существование. Это не были остатки средневекового форта или античного поселения. Это были фрагменты безмолвного исполина, чье имя история стерла из памяти. Сахни обнаружил идеально обожженные кирпичи, чей возраст превышал 4500 лет. В тот момент наука столкнулась с вызовом. Перед исследователями предстала цивилизация, которая по уровню городского планирования превосходила все, что мы знали о древнем мире. Но Хараппа была лишь началом. На протяжении столетий человечество натыкалось на следы великих культур, которые достигли пика своего развития и внезапно растворились во времени. Минойцы на Крите возводили дворцы с водопроводом, когда большая часть Европы еще жила в землянках. Майя в лесах Центральной Америки вычисляли движения небесных тел с точностью, которая стала доступна нам лишь в 20 веке. Почему эти системы рухнули? Это расследование не о мистике или легендах. Это попытка понять, почему самые совершенные механизмы человеческого общества иногда просто перестают работать. Мы поставим главный вопрос: является ли прогресс гарантией выживания, или же в самой структуре великих цивилизаций заложен код их неизбежного финала? Нам предстоит деконструировать гибель 3 величайших культур, используя только факты, проверенные лабораториями. Добро пожаловать в мир исчезнувших смыслов. Прежде чем мы начнем, напишите в комментариях, из какой точки мира вы присоединились к нашему расследованию. Мы начинаем. История открытия инской цивилизации – это летопись трагического неведения и запоздалого триумфа. Все началось в 1856 году, когда 2 британских инженера, братья Джон и Уильям Брантоны, руководили строительством Восточной Индийской железной дороги. Им требовался балласт для укладки путей между Карачи и Лахором. Местные жители указали им на огромные холмы, буквально набитые старым кирпичом. Брантоны, не подозревая, что грабят древний мегаполис, использовали миллионы этих кирпичей для фундамента железной дороги. Только представьте, поезда Британской империи десятилетиями мчались по раздробленным костям одной из древнейших столиц мира. Только в 1920-х годах сэр Джон Маршалл осознал, что Хараппа и Мохенджо-Даро – это не провинциальные городки, а центры колоссальной империи, занимавшей 1 000 000 квадратных километров. Хронология этой культуры охватывает период от 33 до 19 века до нашей эры. Это было время, когда люди впервые научились подчинять себе реки в таких масштабах, создавая города-государства с жесткой сеткой улиц и единой системой мер. Параллельно этому на другом конце света, в Средиземном море, разворачивалась другая драма. В 1900 году британский археолог Артур Эванс прибыл на Крит. Эванс был человеком огромных амбиций и романтического склада ума. Он верил, что за мифами о Минотавре и лабиринте скрывается реальная история. То, что он обнаружил под холмом Кефала, потрясло научный мир. Кносский дворец был не просто зданием, это был административный и экономический нерв первой морской державы Европы. Минойская цивилизация процветала с 27 по 15 век до нашей эры. Это были властелины моря, которые контролировали торговлю между Египтом, Анатолией и Балканами. Контекст их существования – это эпоха беспрецедентного богатства. Они не строили крепостных стен, потому что их защитой был мощнейший флот того времени. Минойцы создали искусство, полное жизни и радости, где не было места сценам войны или казням, что делало их аномалией на фоне суровых соседей. Но если Хараппа и Крит скрывались под землей и пеплом, то цивилизация майя классического периода была поглощена живой плотью джунглей. В 1839 году юрист и путешественник Джон Ллойд Стивенс вместе с художником Фредериком Казервудом прорубали путь сквозь густые заросли Гватемалы. Они искали следы диких племен, но наткнулись на триумф архитектуры. Стелы Копана и пирамиды Тикаля свидетельствовали о том, что между 250 и 900 годами нашей эры здесь существовала сеть городов-государств с населением в миллионы человек.
В то время как Европа погружалась в раннее средневековье, майя строили обсерватории и создавали самую сложную письменность Мезоамерики. Их контекст – это борьба с агрессивной средой тропиков, которую они превратили в цветущий сад. Объединяет эти три столь разные культуры одно – они достигли своего апогея непосредственно перед тем, как исчезнуть из летописей. Индские города достигли пика симметрии в 26 веке до нашей эры, минойские дворцы – максимальной роскоши в 17 веке до нашей эры, а классические города майя – предельной населенности в 8 веке нашей эры. Исследователи, посвятившие жизни этим поискам, такие как Джон Маршалл, Артур Эванс или Татьяна Проскурякова, работали в разных условиях, но все они сталкивались с одной и той же стеной – молчанием исчезнувших систем. Мы видим их величие, мы понимаем их хронологию, но мы до сих пор пытаемся расшифровать их финал. Как получилось, что такие разные пути развития привели к одной и той же точке невозврата? Чтобы ответить на это, нам нужно отложить в сторону карты и обратиться к инструментам точной науки. Когда мы говорим о тайне исчезнувших миров, мы часто представляем себе нечто мистическое, скрытое за пеленой веков. Однако для современного исследователя тайна – это прежде всего аномалия в цифрах, химическом составе или архитектурной логике. Чтобы понять, почему эти цивилизации замолчали, нам нужно спуститься на уровень атомов, изотопов и строительных спецификаций. Мы начнем с того, что археологи называют метрологическим чудом долины Инда. Главная техническая аномалия харапской цивилизации – это их фанатичная, почти маниакальная приверженность стандартам. Если вы возьмете кирпич из руин Мохенджо-Даро и сравните его с кирпичом из поселения Лотхал, которое находится на расстоянии сотен километров, вы обнаружите поразительный факт. Соотношение сторон этих кирпичей всегда составляет 1 к 2 к 4. Это не просто похожие изделия, это результат существования первой в истории человечества государственной системы стандартизации. Для обжига миллионов таких кирпичей требовались колоссальные объемы топлива и жесткий контроль температуры в печах, что указывает на существование целой индустрии, работавшей по единому регламенту за 2500 лет до нашей эры. Но подлинный инженерный гений индцев скрыт в их подходе к гигиене. Система канализации в Мохенджо-Даро – это объект, который заставляет современных урбанистов замирать в изумлении. В то время как жители Древней Месопотамии и Египта выливали отходы на улицы, харапцы создали закрытую сеть стоков. Каждый дом был оборудован точкой сброса воды, которая по глиняным трубам уходила в магистральные каналы, проложенные под главными улицами. Эти каналы были закрыты плотно пригнанными плитами из известняка, которые можно было поднимать для очистки. Техническая экспертиза Великой бани в Мохенджо-Даро открывает нам еще одну грань их мастерства. Этот огромный бассейн был сделан герметичным с помощью уникального метода. Между двумя слоями тщательно подогнанных кирпичей был проложен слой природного битума толщиной в 3 сантиметра. Это самое древнее задокументированное применение промышленной гидроизоляции. Изотопный анализ почвы вокруг этих сооружений показывает, что система функционировала без сбоев на протяжении 8 столетий. Парадокс заключается в том, что в этой культуре мы не видим царских излишеств, нет золотых масок или гигантских статуй. Все технические ресурсы были направлены на общественное благо – воду, дороги и стандарты веса. Археологи обнаружили наборы калиброванных гирь из кремня, так называемого чёрта. Они настолько точны, что их погрешность составляет ничтожные доли процента. Эта цивилизация была построена инженерами и математиками, а не завоевателями. Перенесемся к техническому анализу гибели минойцев на Крите. Здесь центральным объектом экспертизы выступает не архитектура, а вулканический пепел и годичные кольца деревьев. Долгое время господствовала версия, что Крит погубило извержение вулкана Терра на острове Санторини. Однако, когда ученые применили метод масс-спектрометрии и радиоуглеродного датирования к обугленной ветке оливкового дерева, найденной непосредственно в слое пепла на Санторини, возникла техническая пропасть.
Анализ указал на дату между 1613 и 1610 годами до нашей эры. Это на 100 лет раньше, чем предполагала традиционная историческая хронология, опирающаяся на записи египетских фараонов. Этот вековой разрыв заставил ученых пересмотреть все. Исследование ледяных кернов в Гренландии подтвердило наличие вулканических выбросов именно в этот период. Что это означает технически? Минойцы не погибли в один день. Критский флот, их главная технологическая опора, был уничтожен цунами, высота которого, согласно компьютерному моделированию океанологов, достигала 20 метров. Изотопный анализ морских отложений на северном побережье Крита показал, что соленая вода и вулканическая тефра стерилизовали почву на десятилетия. Инженерный анализ Кносского дворца выявил, что минойцы использовали уникальную систему сейсмической защиты. Они чередовали ряды камня с массивными деревянными балками из кедра. Это создавало эффект гибкого каркаса, позволяя зданиям выдерживать землетрясения, которые превратили бы обычные каменные постройки в пыль. Но против суперизвержения по мощности равного сотням атомных бомб эта инженерная магия оказалась бессильна. Наконец мы подходим к технической деконструкции коллапса майя классического периода. Здесь на помощь пришла технология LIDAR – лазерное сканирование Земли с воздуха. В 2018 году над джунглями Гватемалы были проведены полеты, которые буквально сняли растительный покров с поверхности Земли. Лазерные импульсы, посылаемые со скоростью сотни тысяч в секунду, обнаружили под густым лесом 60 тысяч ранее неизвестных строений. Лидар открыл нам не города, а промышленную зону планетарного масштаба. Майя полностью перестроили ландшафт. Мы видим гигантские ирригационные каналы, террасные поля и приподнятые дороги, которые не размывало в сезон дождей. Техническая экспертиза показала, что к 800 году нашей эры майя эксплуатировали свою среду обитания на пределе возможностей. Самым важным инструментом расследования здесь стали сталагмиты из пещеры Йог-Балум в Белизе. Сталагмиты растут слой за слоем, фиксируя химический состав дождевой воды. Изотопный анализ кислорода-18 в этих слоях позволил ученым составить график осадков за 2000 лет с точностью до сезона. Результаты были катастрофическими. График показал, что между 800 и 1100 годами нашей эры регион майя пережил серию беспрецедентных засух. Но техническая проблема была не только в отсутствии воды. Анализ известковой штукатурки, которой покрывали пирамиды и дома, показал, что для обжига такого количества извести требовалось вырубить и сжечь сотни гектаров девственного леса. Это привело к эрозии почвы и изменению локального микроклимата. Майя создали высокотехнологичную систему жизнеобеспечения, которая была рассчитана на идеальные условия. Как только уровень осадков упал на 40% ниже нормы, их гигантские резервуары, чельтуны, просто пересохли. Сравнивая данные по всем трем объектам, мы видим общую техническую закономерность. Эти цивилизации не были примитивными, напротив, они были слишком специализированными. Инцы в контроле над водой и стандартах, минойцы в морской инженерии, майя в интенсивном тропическом земледелии. Каждая из них достигла вершины эффективности в своей нише. Но именно эта эффективность стала их слабым местом. Когда внешние условия, климат, геология или водные ресурсы изменились, их жесткие, идеально настроенные технические системы не смогли адаптироваться. Мы видим перед собой не следы магического исчезновения, а свидетельство системного отказа технологий, которые были слишком совершенны для своего времени, но недостаточно гибки для выживания в условиях кризиса. Наука – это не тихий архив, где факты смиренно ждут своего часа. Это поле яростной интеллектуальной битвы, где истина часто оказывается заложницей личных амбиций, профессиональной ревности и политической конъюнктуры. Когда мы пытаемся понять, почему исчезли великие цивилизации прошлого, мы сталкиваемся не только с пылью веков, но и с грузом теорий, которые десятилетиями считались неоспоримыми догмами.
Наше расследование переходит в стадию деконструкции самых громких научных споров, где один неверно интерпретированный череп или неточно датированный слой пепла мог направить историческую мысль по ложному пути на целых полвека. Начнем с самого известного уголовного дела в истории археологии – дела об убийстве инской цивилизации. В 1944 году британский археолог, бригадный генерал сэр Мортимер Уиллер, возглавил археологическую службу Индии. Уиллер был человеком военным, привыкшим видеть мир через призму стратегии и завоеваний. Обнаружив в верхних слоях Мохенджо-Даро 37 скелетов, лежавших в неестественных позах прямо на городских улицах, он немедленно вынес вердикт, ставший сенсацией. Уиллер провозгласил теорию арийского нашествия. Ссылаясь на древние тексты Ригведы, где бог Индра прославляется как разрушитель крепостей, он заявил: Индра обвиняется в гибели Хараппы. По его версии, дикие кочевники на колесницах ворвались в мирные города и вырезали их население. Эта теория идеально ложилась в колониальный нарратив того времени и оставалась канонической почти 50 лет. Однако во второй половине XX века современные методы судебной медицины и биоархеологии нанесли по ней сокрушительный удар. Исследование тех самых 37 скелетов показало отсутствие на костях следов заживших ран или повреждений, нанесенных оружием непосредственно перед смертью. Более того, многие из этих людей погибли в разное время. Резня в Мохенджо-Даро оказалась научным мифом, порожденным воображением исследователя. Но настоящий финал этой теории положили генетики. В 2019 году масштабное исследование ДНК показало, что массового замещения населения в период упадка городов не было. Дебаты переместились в плоскость климатологии, породив новый спор: была ли мифическая река Сарасвати реальностью? Сторонники речной версии утверждают, что тектонический сдвиг заставил русло рек изменить направление, превратив цветущую долину в пустыню. Их оппоненты возражают, указывая на то, что процесс иссушения был медленным и занимал столетия. Профессиональная заздрость между сторонниками катастрофического и эволюционного сценариев до сих пор мешает прийти к единому выводу. Не менее драматично развивались дебаты вокруг Минойского Крита. Сэр Артур Эванс, открывший Кносский дворец, фактически стал создателем Минойского мифа. Будучи влюбленным в античность, он восстанавливал руины в бетоне, руководствуясь собственными представлениями о том, как должна выглядеть колыбель Европы. Эванс настаивал на образе Пакс Миноика, эпохи абсолютного мира, где процветала торговля и искусство, а не война. Он категорически отвергал любые свидетельства жестокости. Однако в 1979 году в местечке Анимаспилия археологи обнаружили нечто, что взорвало научное сообщество. В небольшом храме были найдены останки 4 человек, погибших в момент разрушения здания от землетрясения. Положение одного из тел и наличие бронзового ножа указывали на проведение человеческого жертвоприношения в попытке умилостивить богов перед лицом катаклизма. Этот факт вызвал настоящую бурю. Признать, что просвещенные минойцы практиковали такие ритуалы, для многих ученых означало разрушить дело всей жизни. Но главный спор разгорелся вокруг хронологической пропасти. Если вулкан на Санторини взорвался в 1613 году до нашей эры, почему минойская культура продолжала существовать еще как минимум 100 лет? Возникли две непримиримые фракции. Первые утверждают, что вулкан нанес смертельный удар по флоту и сельскому хозяйству, вызвав затяжной системный кризис, который позже привел к захвату острова микенскими греками. Вторые настаивают на том, что никакой связи между извержением и падением Крита нет, и винить следует исключительно внутренние социальные бунты или внешнее вторжение. Амбиции исследователей здесь сталкиваются с сухими цифрами радиоуглеродного анализа, и этот конфликт до сих пор остается открытой раной в археологии Средиземноморья. Наконец мы подходим к майя, где научные дебаты превратились в настоящий детектив. Долгое время доминировала теория экоцида, популяризированная Джаредом Даймондом. Суть ее была проста.
Майя сами вырубили свои леса, чтобы обжигать известь для строительства пирамид, что привело к эрозии почвы и голоду. Это была поучительная история, которую часто использовали как предупреждение современному человечеству. Однако пошаговое развенчание этого мифа началось в 2018 году после появления данных лидарного сканирования. Оказалось, что майя были гораздо искуснее в управлении ресурсами, чем мы думали. Они создали систему лесных садов и сложных террас, которые предотвращали эрозию. Сегодня дебаты сместились в сторону психологии власти и теории водных королей. Сторонники климатической версии указывают на затяжную засуху, подтвержденную анализом сталагмитов. Но их оппоненты задают резонный вопрос. Майя переживали засухи, и раньше, почему же в IX веке нашей эры это привело к тотальному коллапсу? Здесь в игру вступает социальный фактор, психологическая пропасть между элитой, которая требовала возведения новых храмов для проведения ритуалов вызывания дождя, и изможденным населением стала непреодолимой. Профессиональные споры сегодня ведутся вокруг того, что стало первичным триггером – природный фактор или кризис доверия к власти. Была ли это профессиональная заздрость вождей соседних городов, переросшая в бесконечную войну на истощение, или же природа просто поставила точку в истории, которая и так шла к финалу? В каждом из этих случаев мы видим, как человеческий фактор исследователей, их стремление к славе, их нежелание признавать ошибки или их склонность к романтизации влиял на наше понимание прошлого. Мы пошагово развенчали миф о внезапном исчезновении. Ни одна из этих цивилизаций не испарилась в воздухе. Они проходили через долгие периоды адаптации, борьбы и трансформации. Научные дебаты показывают, что истина никогда не бывает одномерной. Нет одной волшебной пули, убившей Хараппу, Крит или Майя. Есть лишь сложная мозаика из климатических изменений, технологической жесткости и политических просчетов. И задача современного исследователя – не просто доказать свою правоту, а научиться видеть всю картину целиком, признавая, что наши сегодняшние знания – это лишь очередной слой в бесконечном процессе познания. Зачем мы, люди 21 века, тратим колоссальные ресурсы, отправляем спутники с лазерными сканерами в джунгли и проводим недели в стерильных лабораториях, изучая пыль и кости? Ответ кроется не в простом любопытстве. Каждая из этих трех цивилизаций, инская, миноанская и майя, стала для нас фундаментальным уроком, который полностью перекроил карту нашего понимания человеческой природы. До того, как лопата археолога коснулась этих руин, история древнего мира казалась нам линейной и понятной последовательностью побед и завоеваний. Эти три холодных кейса истории доказали – человечество может достичь невероятных высот и раствориться, оставив после себя вопросы, которые ставят в тупик даже суперкомпьютеры. Глобальное значение инской цивилизации заключается в том, что она предложила миру альтернативную модель успеха. До ее открытия мы были убеждены, что великое государство невозможно без культа личности, без гигантских памятников вождям и без кровопролитных войн за расширение границ. Хараппцы ворвались в наш нарратив как общество инженеров и торговцев. Они доказали, что стабильная и процветающая империя на 1 000 000 квадратных километров может существовать 700 лет, не возводя триумфальных арок. Это заставило современных политологов и социологов пересмотреть саму концепцию власти. Сегодня эпицентром археологических сенсаций стало поселение Ракхи-Гархи. Именно там, используя новейшие методы палеогенетики, ученые смогли извлечь ДНК из останков женщины, жившей 4500 лет назад. Это исследование, опубликованное в 2019 году, перевернуло представление о миграциях в Южной Азии, доказав, что фундамент индийской культуры был заложен задолго до любых внешних вторжений. Сейчас исследователи применяют искусственный интеллект для анализа тысяч печатей с загадочными символами. Мы стоим на пороге момента, когда Хараппа наконец заговорит, и ее послание о мире через стандартизацию и гигиену может стать самым важным открытием столетия. Минойская цивилизация изменила нашу систему координат в вопросе европейской идентичности.
Она стала тем критически важным связующим звеном, которое соединило мудрость Востока с зачатками западной демократии. Без Минойского Крита не было бы классической Греции, а значит, не было бы и всей нашей современной философии, архитектуры и права. Находки на Крите и Санторини превратили платоновский миф об Атлантиде из красивой сказки в объект серьезного геологического расследования. Сегодня Акротири – это не просто руины, это самая технологичная археологическая площадка планеты, защищенная гигантским куполом. Здесь наука занимается молекулярной археологией. Исследователи проводят химический анализ органического налета на стенках керамических сосудов, с точностью до региона определяя происхождение вина и масел, которые хранились там 3500 лет назад. Это позволяет нам реконструировать мировую экономику бронзового века, которая была не менее интегрированной, чем наша сегодняшняя. Глобальное значение Крита в том, что он показал нам. Культура может быть стерта физически, но ее программный код продолжает работать в фундаменте следующих поколений на протяжении тысячелетий. Значение майя классического периода для современного мира сегодня приобрело почти экзистенциальный, даже тревожный оттенок. В эпоху глобальных климатических вызовов их судьба служит самым ярким и детальным предупреждением в истории нашего вида. Лидарная революция 2018 года не просто нашла новые пирамиды, она доказала, что мы недооценивали масштаб человеческого влияния на планету в 10 раз. Оказалось, что майя создали антропогенный ландшафт такой плотности, который невозможно было поддерживать бесконечно. Это открытие изменило наш взгляд на тропические леса. Из девственных джунглей они превратились в заброшенные сады, которые одичали после ухода садовников. Сегодня изучение майя – это междисциплинарный проект. В нем участвуют не только историки, но и эксперты по устойчивому развитию. Мы изучаем их уникальные системы сбора дождевой воды и методы террасного земледелия, чтобы понять, как накормить миллиарды людей в регионах с нестабильным климатом сегодня. Майя учат нас тому, что даже самая совершенная система может рухнуть, если она теряет гибкость и перестает считаться с ресурсами окружающей среды. Подводя итог, можно сказать, что эти 3 исчезнувших мира подарили нам не золото и не артефакты. Они подарили нам смирение перед временем и понимание того, что прогресс не гарантирует бессмертие. Они научили нас, что стабильность – это хрупкое равновесие, а не данность. Сегодня, когда мы смотрим на эти руины через объективы масс-спектрометров и экраны нейросетей, мы ищем алгоритм долголетия для нашей собственной цивилизации. Мы пытаемся понять, в какой именно момент сложная, процветающая система переходит ту невидимую точку невозврата, за которой начинается энтропия. И в этом поиске заключается главная миссия современной науки – превратить трагедии прошлого в страховку для нашего общего будущего. Когда мы смотрим на руины Хараппы, Кноса или Тикаля, мы совершаем одну и ту же когнитивную ошибку – мы воспринимаем их как завершенные главы, как финальные точки в истории, которая случилась с кем-то другим. Мы смотрим на эти камни с высоты своего технологического превосходства, часто забывая, что истинное наследие исчезнувших миров заключается не в музейных экспонатах, а в зеркале, которое они держат перед нашей собственной реальностью. За 40 минут нашего расследования мы прошли путь через 3 разные модели триумфа и 3 уникальных сценария краха. И теперь пришло время подвести черту под этими уроками, которые человечество учит уже 5000 лет. Инская цивилизация оставила нам в наследство вопрос о самой природе социальной стабильности. На протяжении 700 лет, срок, который в 3 раза превышает возраст большинства современных государств, они поддерживали идеальный порядок. Их наследие в этой идее о том, что процветание возможно без культа личности и без бесконечной экспансии. Однако Хараппа также показала нам обратную сторону совершенства. Их система была настолько жестко откалибрована под ритм одной реки, что малейший сдвиг в гидрологии превратил их идеальные города в ловушки.
Наследие Инда – это горькое напоминание о том, что абсолютная стандартизация и отсутствие адаптивности могут превратить даже самую мирную и развитую культуру в хрупкий механизм, который ломается от одной песчинки, попавшей в шестерни. Минойцы на Крите оставили нам память о первом глобальном мире Европы. Их наследие – это культура, которая сделала ставку на открытость, торговлю и искусство вместо крепостных стен. Они доказали, что море может быть не барьером, а связующим звеном. Но их финал стал вечным уроком геологического смирения. Глядя на то, как высокоразвитая морская держава была парализована капризом одного вулкана, мы осознаем, что вся наша глобальная инфраструктура – порты, кабели на дне океанов, мегаполисы у береговых линий – находятся в заложниках у планетарных процессов, которые мы не в силах контролировать. Наследие Крита – это осознание того, что цивилизация – это лишь тонкая золотая пленка на поверхности непредсказуемой и мощной Земли. Наследие майя классического периода, пожалуй, самое острое и болезненное для нашего времени. Они показали нам, что можно достичь невероятных высот в науке, математике и архитектуре, оставаясь при этом в смертельной зависимости от локальной экосистемы. Их руины в джунглях – это не памятники дикости, а свидетельство того, как высокотехнологичное общество может перерасти свои ресурсы. Урок майя заключается в том, что коллапс не всегда приходит извне. Иногда он становится результатом накопленных системных ошибок, когда элиты предпочитают строить более высокие пирамиды, вместо того, чтобы инвестировать в долгосрочную устойчивость среды. Их наследие – это понимание того, что между процветанием и катастрофой стоит лишь тонкая грань политической воли и экологической грамотности. Объединяя эти три истории, мы приходим к экзистенциальному выводу. Мы привыкли считать наше нынешнее состояние венцом эволюции, благодаря цифровой памяти и космическим полетам. Но вспомните, харабские кирпичи были их двоичным кодом, гарантировавшим единство на тысячелетия. Минойские корабли были их интернетом, связывавшим материки, календари майя были их суперкомпьютерами, вычислявшими циклы времени. Каждая из этих культур в свое время считала себя вечной. Никто из них не планировал исчезать. Сегодня, когда наше расследование завершено, мы должны признать, мы не являемся хозяевами истории, мы лишь ее временные арендаторы. Наше наследие – это не то, что мы построим, а то, как мы распорядимся опытом тех, кто ушел до нас. Тишина, которая царит сегодня в пустых залах Кносского дворца или на вершинах храмов Тикаля – это не отсутствие звука. Это оглушительное эхо вопроса, который те люди адресовали нам, своим потомкам. Сможем ли мы вовремя заметить момент, когда наша система станет слишком жесткой? Сможем ли мы договориться с планетой, прежде чем она решит перевернуть страницу? Финальное утверждение нашего расследования звучит просто, но требует мужества для осознания. Цивилизация – это не конечный пункт назначения, а ежедневный крайне хрупкий договор между человеческим интеллектом и непредсказуемостью природы. И этот договор требует постоянного пересмотра. Мы живем в эпоху величайших возможностей, но руины прошлого напоминают нам, что ни одна технология не спасает от заносчивости. Глядя в безмолвные глазницы древних городов, мы понимаем, что история не повторяется, но она постоянно дает нам шансы не совершить те же ошибки. И в этом осознании кроется наша единственная надежда на то, что через тысячи лет кто-то другой не будет изучать наши кости, пытаясь разгадать тайну нашего исчезновения. Подписывайтесь на канал, это лучший способ поддержать наши будущие расследования. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи в следующей главе.